Всем привет! Всем привет! Подключаемся. Так, ну что, сегодня у нас важная тема. Выставляем Instagram, Facebook, YouTube. У нас сегодня снова 3 источника. Instagram, я всегда смотрю в Instagram, говорю туда. У нас есть еще YouTube и Facebook, поэтому те, кто присоединяется, сегодня мы будем разбираться с вами с важным периодом в жизни каждого ребенка от года до 6. Это тот возраст, когда мы продолжаем заниматься с ребенком, и это тот возраст, когда еще идет 4 этапа развития мозга у ребенка до 6-летнего возраста. Мы должны максимально ловить возможности и все, что необходимо для развития ребенка, давать ему для того, чтобы потом не сталкиваться с проблемами в развитии. Итак. Те, кто присоединился, напишите, пожалуйста, возраст ваших деток, пишите возраст ребенка, пишите город, страну, из которой вы. Так, значит, смотрю, насколько есть хорошая связь, все, вижу. Значит, вы можете также задавать вопросы, если у вас по ходу эфира возникают вопросы, тоже можете их задавать. Постараюсь успеть ответить на вопросы, и сегодня мы с вами пробежимся по важным пунктам, которые касаются в том числе и упражнений, которые мы будем давать ребенку в этом периоде времени, да, потому что, опять-таки, мы с детьми с момента рождения детей занимаемся по методам природного развития детей. Я говорила о том, что этот проект родился вместе с моими детьми, и до рождения детей мы уже понимали программы, по которым мы будем идти, потому что это программы, которые используются по всему миру более чем 35 лет уже, и, соответственно, уже есть много выводов о том, что дети, которыми вы занимаетесь правильно в раннем возрасте, они обладают большим потенциалом умственным, интеллектуальным, физическим, они лучше социализируются, адаптируются в коллективе. Такие детки проявляют лидерские качества, они независимые, они самостоятельные, и это все в ваших детях. Это не только мои дети, это все ваши дети, потому что у каждого ребенка есть огромный потенциал. Поэтому простые базовые вещи, которые мы даем ребенку, они, естественно, дают огромную пользу в процессе развития в дальнейшем. И сегодня мы с вами пробежимся по тому, что такое всестороннее развитие ребенка, на какие пункты мы обращаем внимание, как простроить фактически вот эту программу занятий ребенка, чтобы это было грамотно, да, и каким образом, когда добавлять дополнительные виды спорта, потому что детям очень интересно все в этом мире, да, и мы, естественно, добавляя дополнительные занятия, после года это можно делать в некоторых направлениях, знать просто, что можно добавлять. Вот, мы даем ребенку еще и развитие самостоятельности, уверенности, смелости, понимания себя и так далее. Поэтому сегодня пробежимся с вами по основным пунктам, и я надеюсь, что сегодня вы сможете начать делать определенные упражнения, которые дают нормальный эффект развития для вашего ребенка, и поймете определенные вещи. Так, вижу города, страны, возраста, отлично. Значит, смотрите, когда мы с вами говорим про гармоничное развитие, то мы помним, всегда с вами в голове держим 6 направлений гармоничного развития. Кстати, напишите еще, кто был на эфирах ранее, то есть кто был на моих эфирах ранее, чтобы я понимала, насколько вы подготовлены, понимаете ли вы базовые вещи, или нам надо с самого начала повторять все базовые вещи, которые должны знать все родители. В общем-то, то, что мы должны помнить про всестороннее развитие. Каждый ребенок в процессе развития должен получать 6 направлений, да, и эти 6 направлений гармонично вписываются в жизнь ребенка на протяжении каждого дня. Какое-то меньше будет, какое-то больше будет, но в любом случае вы даете ребенку эти 6 направлений, если вы не хотите перекосов в развитии, каких-то задержек в развитии и так далее. Естественно, все базируется на нашей связи с ребенком, и если вы научитесь давать вашему ребенку позитивный формат восприятия мира, да, то есть через игру, когда весело, когда активно, когда шумно, то ваш ребенок будет воспринимать и впитывать все максимально быстро, максимально классно. Это первый момент, который вы должны понимать. Второй момент, если у ребенка есть с вами доверие, то вам будет намного проще с таким ребенком договариваться, потому что когда начинаются поведенческие проблемы, поведенческие нюансы и моменты, да, ребенок не слышит, не слушается, ребенок не выполняет то, что вы просите и так далее, то, естественно, с ребенком намного сложнее договориться, да, и вы делаете определенные ошибки, которые потом провоцируют, как вы называете это, назло. Ребенок делает назло, на самом деле назло ребенок ничего не делает, он просто отстаивает свою жизненную позицию, имеет свое мнение, да, делать так, как он считает нужным и так далее. Так, была на эфире, приобрела курс. Ну, если вы были на эфирах, еще и приобрели курс, у вас вообще вся программа есть, вы просто можете идти заниматься с ребенком, у вас это все есть. Если это новые родители, которые вообще еще ничего не знают на нулевом уровне понимания, что такое нейрофизиология и психология, то сегодня будет полезно. Те, кто на курсе, рекомендую вам просто пройти в модуль психологии и поведения. Лучше за этот час прослушайте конкретные
определенные руководства к действиям, что можно делать там в плане истерик ребенка с точки зрения психологии, потому что там у вас будет больше толку. Я надеюсь, что вы слушаете его потихонечку, потому что это важные вещи. Так, дальше. Доверие к миру формируется у ребенка в первый год жизни, и от наших реакций зависит то, насколько он будет доверять этому миру или не будет он ему доверять, да, какой он будет мир для него, злой или добрый, теплый или холодный, отвечающий на потребности и на запросы или не отвечающий. То есть вот эти вот все моменты крайне важны для ребенка. Дальше. Физическое развитие ребенка, физическое и сенсорное. Это крайне важная штука, потому что именно от вот этого вот пункта плана зависит, в принципе, то, как ребенок будет дальше учиться. И тут у нас есть определенные моменты, которые мы должны всегда помнить. В физическом развитии мы исследуем 3 пунктам. Да? Это баланс, который мы развиваем всегда с детками. Это вестибулярная программа. После 1,5 лет это более сложная программа равновесия, которая предполагает уже более сложные там кувырки, например, да, хождение по буму, по брусу, то есть те задачи, которые может делать только тот ребенок, у которого нормально развит баланс, да, и те задачи, от которых зависит все дальнейшее обучение ребенка в школе, да, потому что если у ребенка плохо развит вестибулярный аппарат и баланс, то такой ребенок, он будет иметь сложности в процессе обучения, плохая концентрация, не получается, не слышит учителя, да, или там с очень большой задержкой делает определенные вещи. Значить, так, цю гра співаємо в програмі, просто повторю, ФБ, рік і 2, маємо ваш курс, платіном, да, преміум, це добре, тоді у вас все є, тоді можна просто йти займатися. Так, дальше, самостоятельность. Самостоятельность – важный пункт. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, ваши дети самостоятельны или нет? Если после 2 лет ребенок полностью сам одевается, кушает и ходит на горшок, и уже нет памперса у ребенка, значит, все круто, вы молодцы, и вы занимались ребенком правильно в направлении самостоятельности. Если этого нет, то то, что вы должны понимать, что вы, делая за ребенка то, что он может сделать сам, вы делаете медвежью услугу на самом деле для ребенка, потому что не развивается его уверенность, самостоятельность, ощущение независимости, ощущение того, что я могу, и его самоценность в коллективе, видение себя, красивой картинки себя, как самостоятельной личности. Дальше, интеллект. Частый вопрос, когда учить буквы, когда учить цифры, когда давать ребенку знания и так далее. И вот тут вот как раз очень часто родители делают перекос, потому что на самом деле дают цифры, буквы и все остальное слишком рано и заменяют буквы, цифры, дают их вместо физического развития. И вот тут начинается торможение развития ребенка, потому что если вы даете ребенку эти знания, и он сидит, он не движется, то, естественно, он не использует тот потенциал, который у него есть, он не развивает свои физические данные, это значит, что он не готовит свой мозг, то есть он, глобально говоря, должен подготовить мозг хорошо, чтобы это была такая, знаете, огромная серверная, куда мы потом в школе будем загружать просто кучу разной информации. И для этого мозг должен быстро работать. Если его не простроили так, как нужно, да, у ребенка будут проблемы с запоминанием, и ребенку будет намного сложнее в процессе школы обучаться. То есть, пожалуйста, не тратьте время на сидение ребенка, изучение сидя больше, там, чем несколько минут, да, это не должно быть по часу занятия, если ребенку там меньше 5 лет. И если вы даете интеллектуальные знания, вы даете их через движение. Вот это самый главный пункт, который вы должны запомнить, потому что на самом деле, да, у ребенка огромный потенциал, и он впитывает все в подряд, он запоминает все в подряд, там, вы можете наблюдать за ребенком 9 месяцев плюс, он будет у вас все повторять, все там показывать. У меня был интересный эксперимент, у меня ребенок в год и 1 месяц, вот тоже сделаю вам сегодня сторис видео, он показывал название всех фигур, формы фигуры, то есть ему там говоришь параллелепипед, он тык на параллелепипед пальчиком, там призма, куб, шар, то есть ребенку все равно, что запоминать. Но самое главное, да, что вы должны в движении это давать, там, добеги до призмы, добеги до круга, то есть он впитывает все. И не бойтесь перегрузить ребенка, если это идет через движение, не бойтесь перегрузить информацию. Он возьмет ровно столько, сколько ему нужно, остальное он просто отсеет, он его не запомнит. То есть вот здесь вот как бы должен быть баланс, должно быть весело, активно, здорово, через движение и без напряга. Не то, что вы тестируете ребенка, давите на него, запоминай, там больше впихиваете, сядь, сиди ровно, пиши прописи, там не двигайся, не шевелись. То есть вот это вот очень важный момент по интеллектуальному развитию. В курсі є десь чіткі образ, що зрозуміти, що я щось розвиваю достатньо, а десь недостатньо. Пам'ятаю такі доки, але є
Для менших дітей, коли вже 3-8, є доказ приблизним монітором розвитку. Ну, знову ж таки, якщо є якісь питання, ви завжди можете написати мені. Я знаходжусь в Viber-групі всіх курсів і молодшого, і старшого, і просто, написати ті речі, які дитина вже робить. А також є зрізи, умінь і навичок в кожному етапі розвитку мозку. Тобто ви просто можете відкривати ці чекапи і дивитися, що вони є, як вони є. Де вони знаходяться, ви можете спитати в адміна, і також можете завжди написати мені в персональних повідомленнях через Viber, через групу, там, де я знаходжуся. Так, интеллектуальное развитие сказали, идем дальше. Духовно-нравственное развитие, тоже немаловажный пункт, потому что это о доброте. Это о доброте человека, о понимании добра и зла, о понимании того, что хорошо и то, что плохо, да, то есть это моральные ценности, это основные установки человека, и, естественно, мы должны это закладывать в детстве, потому что фактически, смотрите, то, что вы давали ребенку до 5 лет, будет основой его жизни, будет то, каким этот ребенок будет, талантливым или там посредственным, добрым или злым, да, там, насколько этот ребенок будет понимать, что такое хорошо, что такое плохо, насколько он там сможет отличать границы своего тела и границы тела другого человека, насколько он может уважать мнение других людей. То есть вот эти вот вещи закладываются в первые 5 лет. И знаете, да, почему? Потому что формирование нейронных связей происходит максимально быстро в первые 5 лет жизни, и в этот период времени у вашего ребенка строится база, основа, фундамент для того, что будет происходить дальше. И в 5 лет происходит чистка мозга от ненужных нейронных связей. То есть мы с вами это проговаривали, да, и когда ребенок что-то получает, какой-то опыт, физический опыт, там, тактильные ощущения, например, там, какие-то привычки, там, вытри столик, сходи на горшочек, закрой там двери, выключи свет. То есть вот это вот все привычки, которые мы прописываем ребенку на уровне нейронных связей. Если они прописаны и часто повторялись, прекрасно, значит, у вашего малыша во взрослой жизни 5 лет плюс будут хорошие полезные привычки, да, и как только вы повторяете много раз одно и то же действие, это действие помогает нейронной связи, вот этому мостику, который сформировался между нейрончиками, стать более толстым, да, и вот когда повторение, ребенок отрабатывает до автоматизма движений, который позволит сидеть ровно, там, писать красиво, да, концентрировать внимание, например, там, чисто слышать, чисто видеть, да, четко фокусировать глазки на страничке, на строчечке, которую ты там читаешь в книжечке. Вот эти вот базовые вещи, которые мы отрабатываем, они повлияют на весь процесс дальнейшего обучения. И тут же привычки, как я себя веду, как я реагирую, и скандалю ли я, если я чего-то там не получил, что я хочу, или я не скандалю. То есть вот это вот все прописывается до 5 лет. У вас есть время до 5 лет сформировать правильные, хорошие, красивые привычки. Поэтому, пожалуйста, с точки зрения психологии тоже помните, что вот это закладывается именно сейчас. И если у ребенка, например, там одна и та же реакция, там ребенок скандалит, мама реагирует на, там, допустим, скандал, дает то, что ребенок хочет, просто чтобы там ребенок не скандалил, да, то что происходит? У ребенка фиксируется реакция определенная, что для того, чтобы там получить что-то, нужно громче орать, да, и ребенок сначала орет 5 минут, потом он орет 10 минут, потом он орет 20 минут, он просто понимает схему, надо влиять на маму через там уши, да, и мама начнет потом сдаваться. И вот эта вот привычка, она фиксируется, и она будет заложена в подсознании в том, как ваш ребенок реагирует на разные жизненные ситуации. Поэтому, пожалуйста, сразу же до 5 лет формируйте хорошие, красивые, правильные привычки. Для этого учите психологию. У вас есть в старшем и в младшем курсе, у вас есть отдельные блоки психологии и поведения. Там кратко, там до 20 уроков идет. Вся психология, которая вам нужна для того, чтобы не было психологических травм, не было каких-то моментов, когда ребенок себя ведет не так, как вам бы хотелось, да, чтобы не было момента, что у ребенка не развивается эмоциональный интеллект. То есть это очень важные вещи. И кроме того, да, вот у нас вот эти летние скидки, которые у нас обычно самые большие летние скидки, которые идут, мы их пропустили, потому что как-то я то там была, то там в разъездах, в общем-то, мы их не выдали вам. Поэтому сегодня и завтра у нас и на младшие курсы, и на старшие курсы большие скидки, поэтому ловите возможности, те, кто хотел присоединиться, не присоединился, обязательно это делайте. Там это все есть в комплексе. Значит, теперь идем дальше. Теперь давайте немножко с вами разберемся с следующим пунктом, это социализация. И вот социализация, она базируется, это 6-й пункт гармоничного развития. Социализация вашего ребенка, она зависит в очень большой мере от того, каким образом ребенок развит физически, сенсорно, интеллектуально. И самостоятельность, насколько она, ну, собственно говоря, хорошо развита. Потому что если ребенок плохо развит физически, он приходит в коллектив, и у него получается история, при которой
он медленнее, чем другие дети. История, при которой все дети бегут, там, играют в мяч, они там как-то кидают одно, другое, третье, а этот не успевает, например, да. Ну и, соответственно, такого ребенка подсознательно другие дети исключают из игр. И не потому, что дети жестокие, дети плохие, да, вот очень часто можно услышать, дети жестокие. У них просто есть определенные критерии, по которым они выбирают себе более активных детей или там менее активных. Поэтому, если вы не хотите, чтобы были вопросы потом социализации, то обязательно мы должны развивать уверенность через тело, да, чтобы ребенок это все чувствовал. Кроме того, мы помним, что физическое развитие влияет на интеллект ребенка. То есть простыми словами, если говорить просто, хотите, чтобы ребенок был умный, занимайтесь правильной физической активностью в первые 6 лет жизни, потому что вот эти базовые вещи, которые нужно отработать, там, перекрестное движение, там, вестибулярный аппарат, тренировка рук, умение там быть скоординированным, сбалансированным, вот это вот все влияет на то, каким образом у ребенка потом будет процесс обучения, насколько у него будет развит интеллект, насколько он будет себя чувствовать легко в своем теле или зажато в своем теле, да, насколько он будет уверен и как четко он будет идти к своим жизненным целям. Поэтому вот здесь вот очень важный момент. И социализация также зависит от того, насколько ребенок сам себя понимает. Потому что если вы не развиваете эмоциональный интеллект, то есть понимание, чего я хочу, понимание, что меня радует, от чего я получаю удовольствие, да, вашему ребенку будет довольно сложно понимать других людей. То есть если ты не понимаешь себя, то ты и других людей не будешь понимать. Если ты не понимаешь, что там, например, негативная эмоция, которую ты чувствуешь, это нормально, но нельзя при этом всех лупить, бить и обижать, да, то у тебя будут проблемы с коммуникацией. Поэтому вот эти вот все вещи мы тоже даем ребенку. Опять же, эмоциональный интеллект играет огромную роль. Вот я сейчас вам тоже буду показывать некоторые видео по ходу, чтобы вы тоже подсматривали идеї. Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, дитині 2 роки, вона зараз практично на все ображається. Ну, значить, ви сформували неправильну версію того, як реагувати на цю ситуацію. Ображатися взагалі немає ніякого сенсу. Тобто, ви маєте пояснювати дитині, що там, окей, я відчула, почула твої емоції. Тобто, ви маєте використовувати такий інструмент психологічної взаємодії, як активне слухання. Без активного слухання ви взагалі не можете розвивати емоційний інтелект вашої дитини. Тому що, якщо ви не приймаєте її емоції, якщо ви не розумієте, що відчуває дитина, якщо ви не можете її підтримати, якщо ви не приймаєте, не робите континуування емоцій, то дитина себе відчуває непотрібною, неулюбленою, да, що є проблема з тим, як я себе відчуваю. І це впливає дуже сильно на те, як дитина реагує. Тобто ображатися немає ніякого сенсу. Від того, що людина ображається, страждає тільки ця людина. Тому, будь ласка, формуйте правильні звички. Психологія і поведінка формуйте правильно через розуміння, як реагувати на ці ситуації. Так, идем дальше. Теперь давайте пробежимся по основным моментам касательно детей после года. Значит, когда ребенку стукнул год, поздравляю вас, у вас появился человек, который высказывает свое мнение, который хочет делать так, как он хочет, а не так, как вы хотите. Этот человек начинает понимать, что он, оказывается, отдельная личность, у него есть определенные потребности, желания. Вот. И в данной ситуации ребенок начинает исследовать мир. Очень много исследований, которые происходят у ребенка на протяжении дня. Что делать с таким ребенком? Да, и вот очень часто родители говорят, а мы не знаем, что с ним делать, потому что он там ничего не хочет, упражнений не хочет повторять, массаж не дается делать, да, там есть определенные моменты, когда он там капризничает, да, то есть что мне с этим ребенком делать, как его вообще развивать, как его заставить? Никак. Заставить вы не сможете ребенка, поэтому вам просто нужно научиться его не заставлять, а мотивировать. И в данной истории очень важную роль играет ваше взаимодействие, да, то есть возвращаемся к первому пункту, держите в голове вот эти вот 6 пунктов всестороннего развития, возвращаемся к первому пункту и понимаем, что если есть эмоциональная связь, вы сможете заиграть ребенка. То есть если вы смогли сформировать эмоциональную связь родитель-ребенок, ваш ребенок будет за вами повторять. Он будет делать с вами определенные игры, упражнения, он будет с вами играть, баловаться. Эти занятия должны быть короткими. То есть попробуйте сформировать такой график дня, при котором вы даете ребенку качественные занятия, но они должны быть там 5 минут. 10 минут, да, то есть это не должно быть с утра до ночи, я занимаюсь только ребенком. Вы должны наладить в том числе и баланс своей жизни в этой истории. То есть нормальное развитие ребенка, оно же не требует вашего круглосуточного участия. Каждому ребенку нужна свободная игра, свободное время, когда его никто не трогает, особенно если это ребенок 2,5 года плюс, у него включается потребность в ролевых играх, у него очень бурно развивается фантазия, воображение, ему нужно давать свое пространство и условия, да, подкидывать всякие такие штуки, которые могут мотивировать его развиваться в плане фантазии. Как это выглядит, ребенок сидит, там играет, какие-то машинки, у него что-то летает. Вот никогда не подходите к ребенку в этот момент и не говорите, а что это ты тут так
такое делаешь, да? А можно ли я с тобой там где-то поиграю? То есть в данной ситуации оставьте ребенка в покое и дайте развиваться его фантазии. Если видите, что он играет во что-то, ему не хватает плаща-невидимки, тихонько подкинули, о, смотри, у меня тут плащ-невидимка, и ушли, да, или еще что-то. То есть подкинули какую-то идею, чтобы ребенок дальше развивал свою фантазию. То есть нормальное, грамотное развитие ребенка, оно требует баланса. Когда ваш ребенок просыпается, то, что вы должны про него знать. Когда ребенок просыпается, у него много энергии. И вот если вы пытаетесь усадить за более спокойную деятельность ребенка, у которого просто куча энергии, то вы потерпите поражение, будет фиаско, потому что такой ребенок, у него просто все бурлит, ему нужно бежать, ему нужно познавать, ему нужно трогать, щупать, пробовать, и тут вы пришли со своими книжками или со своими какими-то скучными штуками, при которых нужно сидеть. То есть у меня, например, в графике занятий с маленькими детьми обязательно первое, что было, это сброс физической энергии. То есть когда ребенок сбрасывает физическую энергию, для этого ему нужно там 30-40 минут утром. Дальше он устает, то есть он скинул энергию, и дальше ему нужно немножко восстановить эту энергию. И как раз в этот момент вы даете ему более спокойную интеллектуальную деятельность, потому что, ну, родители тоже, да, вот они хотят, чтобы чуть-чуть интеллектуально, и интеллектуальная деятельность у нас занимает 10 минут. Из этих 10 минут где-то проходит 5 занятий разных. То есть время фокусирования ребенка на какой-то определенной деятельности в среднем 1-2 минуты, особенно маленького ребенка после года. Соответственно, что вы должны сделать? Заготовить 5 разных занятий, которые вы даете ребенку. Когда он скинул энергию, желательно организовать пространство занятий в стульчике для кормления. Почему? Потому что с этой точки ребенок у вас быстро не убежит. Да? То есть, когда они маленькие, у них очень быстро переключается внимание. И он бы мог у вас сфокусировать внимание на более длительный период времени, но так как он встал и убежал, как бы, да, ноги несут, надо бежать, то получается, что вы теряете эту возможность увлечь ребенка чем-то другим. Поэтому, как только вы хорошенечко скинули энергию ребенка, то, что вы должны сделать, высадить его в стульчик для кормления, и дальше дать ему 5 разных занятий на выбор, да, дали одно занятие, там, посортируй какие-то вещи, да, супер, здорово, минуту позанимался ребенок, переключаемся дальше, да, там, следующий, как вам понять, что ребенку надоело? Он начинает там где-то расталкивать, выталкивать и так далее. Следующее занятие. Смотри, у меня еще такое занятие есть. Дали еще какое-то занятие. Ребенок там поковырялся минуту-две. Видите, сейчас начнет расталкивать. То есть вот эти 10 минут вы сфокусированы на ребенке. Вы не отвлекаетесь от него, вы никуда не уходите, не готовите никакую еду, не занимаетесь своими вопросами. Это ваше качественное время и вложение в своего ребенка. Все, он у вас 10 минут поковырялся, поделал что-то, дальше вы свободны. Дальше высадили, пускай там где-то побегает, потренируется. Потом пришли снова на 3-5 минут, сделали какое-то упражнение, побегали, подогоняли, по пересеченной местности покрутились, сделали пару кувырков, похлопали, как ребенок у вас делает упражнение, восхитились им, дали описательную похвалу, активно вложили несколько минут себя, таким артистическим форматом энергии, которую вы несете ребенку. Все, ушли дальше заниматься своими вопросами. То есть вот такими вот короткими набегами, это называется правило маленьких шагов, правило каждого маленького шага ежедневного, да, вы даете ребенку полноценное комплексное занятие. Второй момент. Вы не устаете от того, что целыми днями нужно заниматься ребенком, который ноет, выносит мозги, как говорят родители. Почему он это делает? Потому что скучающие дети ведут себя в 1000 раз хуже, чем дети занятые. И вот это вот, внимательно запомните, потому что ваш ребенок, он все равно придумает, чем ему заняться. У него в голове настолько четко прописана программа «Развивайся», что вы с этой программой абсолютно ничего не сделаете. Вы можете с ней бороться, постоянно там разгребать какие-то последствия того, что вы не организовали ребенку нормальное занятие, а можете просто правильно его направлять, да, вот такие штуки любят делать дети, потому что это о познании мира, это не потому, что ваш ребенок плохой, или он вредный, или он делает вам назло, просто ребенок хочет узнать, как этот мир работает. И вот если вы не сделали зонирование пространства, если вы не организовали ребенку привычку заниматься полезными делами, то что будет делать ребенок? Первое, он будет либо разносить все, либо второе, он будет у вас втыкать в гаджеты, в телефоны, в планшеты и все остальное. На примере своих детей я вам показываю, что дети могут заниматься просто целой тучей классных, обалденных, интересных вещей, не залипая в гаджеты. И когда вы приучили ребенка, вот здесь находится Лего, если ты свободен, иди погуляй в Лего, и вот здесь находятся там музыкальные инструменты, скрипка, фортепиано, там какие-то бубны или еще какие-то штуки. Если есть свободное время, пойди позанимайся. Вот здесь спортивная зона, вот здесь еще что-то. То есть первое, вы можете организовать
себе пространство для занятий ребенка. Второе, у вас обязательно должна быть привычка для ребенка заниматься физической активностью, потому что если этого нету, то опять же проблемы с концентрацией. Опять же, у ребенка слишком много энергии, которая вылазит наружу и которая, по сути, не даст ему возможности потом заниматься более сложной интеллектуальной деятельностью. Плюс, если ребенок не прошел у вас вот эти этапы физического развития, то потом это вы увидите в виде того, что есть какие-то проблемы в уверенности, в самостоятельности, в определенных других вещах. То есть вот это вот база и основа. Если вы не приучили ребенка к тому, что в реальной жизни есть куча интересных вещей, да, то что происходит? Потом, когда вы даете гаджет ребенку в руки, он у вас становится гаджетозависимым, он зависает на телефоне, на компьютере, его невозможно от этого процесса оторвать. Ну и сразу скажу, то, что вы не любите слышать, мультики притормаживают формат развития мозга вашего гениального и талантливого ребенка. Почему люди не любят это слышать, и мамы с папами? Потому что мультики – это самый простой метод. Включил мультик, выключил ребенка, молчит, прекрасно. Но то, что у него идет формат притупления развития мозга, родителей мало интересует, потому что так удобней. Но есть еще второй путь, как нормально развивать ребенка, да, и при этом, чтобы он вас не сильно дергал. Приучить его к полезной, правильной деятельности, да, какой-то период времени уделять ему качественно. Пускай это будет там 2-5 минут, пускай это будет 10 минут, пускай это будет выезд на пару часов на выходной на какой-то велопробег или на какую-то другую деятельность. Но вот эти вот маленькие временные вложения в развитие вашего ребенка, они потом вам дают огромное преимущество, потому что ребенок самостоятельный, ребенок понимает, что ему нужно делать, ребенок вам не выносит мозги, и ребенок, который приучен к правильной деятельности, он не скучает, а если он не скучает, он вас не дергает. То есть вот эти вот вещи вы должны помнить. Все дети-исследователи, это, кстати, видео из Англии, когда мы были с старшим ребенком в Англии, то вот опять же так проходили эти занятия. Это очень увлекательно вообще, в принципе, да, познавать мир с ребенком, учить этого ребенка, он пробует какие-то новые вещи, и это настолько круто видеть, насколько классно детки развиваются. Не знаю, для меня это огромная радость. Я кайфую от того, что я показываю ребенку что-то, и тут он начинает это делать, он учится, они учатся там делать много разных вещей. И удивительно, что благодаря нашему с вами примеру, да, для этого надо, конечно, встать, поднять попу маме и пойти что-то. Для меня настоящий кайф учить детей и видеть, как у них это получается. Для меня настоящий кайф раскрывать их потенциал, видеть, как они в себя начинают верить, видеть, как у них это получается. И это действительно, ну, мне кажется, самое крутое, что может быть у родителя, который осознанный, который радостный, который действительно хотел этого ребенка, да, а не просто там ребенок родился, ай, ну его как-то там сформируется, да, мне некогда им заниматься. Вот такой подход, он приводит к тому, что потом с ребенком нужно уже заниматься тем, что мы ликвидируем последствия задержек в развитии, а это уже не весело, и это уже долго и дорого, и это очень много нервов забирает. Ребенку 4 года, он домой приходит и как только устает, хочет просто лежать и смотреть телевизор. Ну, во-первых, вопрос, как ваш ребенок в 4 года получил привычку, в принципе, смотреть телевизор? То есть телевизор, мультики – это табу, понимаете? Вы приучаете ребенка к неправильным привычкам, и у вас есть всего лишь 1 год для того, чтобы это поменять, потому что с этим он уходит во взрослую жизнь. То есть если ребенок привык к тому, что можно включить телевизор, и мама и папа это разрешают, или можно втыкнуть в телефон, и мама и папа это разрешают, то наши дети делают ровно то, что мы им позволяем. Это значит показатель того, что вы не показываете пример, что можно делать еще, какие могут быть привычки. Вот когда родители говорят, вот он не слушается, он не делает, то есть он вот делает наоборот, у меня какой-то особенный ребенок, он делает наоборот. Нет, это вы ему позволяете делать такую или такую деятельность. Если, например, у меня в доме правило, что мы не смотрим мультики, мы не смотрим там телевизор, да, у нас в принципе нет телевизора в доме, как в Украине у нас не было телевизора, у нас потом в какой-то момент появился экран, на который мы могли там проецировать какие-то передачи, но мои дети смотрят телевизор, фильм раз в 1-2 недели, да, это, ну, в данной ситуации это фильм Netflix на английском языке в данной ситуации, который дает пользу с точки зрения изучения языка, но сейчас моим детям уже, извините, 7 и 9 лет, когда они были маленькие, у них в принципе мультиков не было, если там были какие-то мультики исключения, то, например, был поход к зубному врачу, чтобы ребенок открыл рот, завис на мультике, вау, что это такое, и как бы смотрел, то есть это использовалось в ситуациях ЧП, потому что я понимаю, что у моих детей слишком много задач, которые они должны выполнить, крутых, интересных, увлекательных, я должна показать им, какой этот мир интересный, да, чтобы просто вот, ну, тратить время на какие-то другие вещи. Вот, поэтому вам просто нужно, ну, убрать телевизор, если вы хотите смотреть телевизор, делайте это без ребенка, уложили ребенка в 8 вечера и пошли с мужем смотреть телевизор, то есть, ну, мы так тоже можем иногда с мужем делать, вот, но суть в том, что привычки закладываете вы, и, значит, в вашей семье
позволительно смотреть телевизор, да? Если бы в вашей семье была привычка, ты пришел домой, вау, давай побесимся, побегаем, обнимашки, поехали на велике, то так бы оно и было. Вот мои дети, приходя, они там, о, поехали туда, в скейт-парк, там, поехали на виноградники. Да, поверьте, мне иногда тоже хочется сесть, лечь, упасть и ничего не делать, но я понимаю, что на самом деле привычки привожу я, да, и когда я начинаю кататься на велике, то я тоже себя как бы беру в тонус. То есть наши дети, они нас делают лучше. Главное просто подавать хороший пример и себя научиться брать в кучу. Потому что если вы не можете с собой ничего сделать, то как вы хотите, чтобы ваши дети были крутые, развитые, осознанные и так далее? Это отдельный уровень жизни людей, да, когда им не лень, они могут, они хотят, и они готовы себя менять. То есть, когда родились мои дети, я поняла, что во мне очень много чего я хочу поменять, потому что дети же все впитают с меня, да, они все будут повторять за мной, соответственно, є така віч. Добрий день, вперше у вас на ефірі, ви з Росії? Ні, я з України, у мене прапорець України, і це український аккаунт. Ще скажу, на русском скажу. Также скажу, что те, кто на территории России, вот сегодня у нас 2 дня скидок, и те, кто на территории России, вы не можете купить курсы, поэтому, пожалуйста, даже не пишите в чате, те, кто находится на территории России или у кого российский номер, мы не будем вам даже отвечать на этот вопрос, потому что, опять же, из-за войны в Украине, которую развязала Россия 24 февраля, лично я должна была спасать своих детей в Люксембурге от войны. Моя семья сейчас живет на 2 страны, то есть я конкретная жертва этой войны, и я не работаю с 24 числа с теми, кто находится на территории России. Поэтому сразу же скажу этот момент, потому что уже сегодня с утра начали валиться заявки. Я не знаю, откуда у нас берутся люди с России, потому что мы 7 месяцев назад уже всех профильтровали, но, видимо, эта страница все равно где-то вылазит по старой памяти, либо те, кто подписался до начала війни, тут знаходяться. Так, що порадити подарувати дитині на рочок? Дивіться, я вважаю, що дуже корисні предмети, які ми можемо дарувати дитині, це все, що пов'язано з конструкторами, все, що пов'язано з логічним мисленням. І я дуже люблю ігри, які дають користь в розвитку логіки. В мене діти обидва знають дуже круто математику. Я би сказала, що старший син, він взагалі такий маленький математичний геній, як ми його називаємо. І взагалі все, що пов'язано з конструюванням, розвитком там фантазії, розвитком всіх цих моментів з приводу логіки, так, все це дуже корисно для дитини. Це залежить ще від того, що вже вміє ваша дитина, але такі речі важливі. Садики с утра до 5, там активность вся есть, и физическая сидячая есть. Если есть энергия, то, приходя домой, можем поиграть вместе, или сам, если уставший, идет отдыхать перед телевизором. Ну, мамы, ну вы же ему позволяете отдыхать перед телевизором. Что значит уставший? Вы видели ребенка, который ничего не хочет? Уставший, ну, пойдемте книгу почитаю. Ну, я понимаю, что для этого нужно маме поднапрячься, понимаете? Но нету понятия отдыхать перед телевизором у ребенка. Есть понятие втыкать перед телевизором, притуплять возможности своего мозга, вливать в мозг ребенка пассивную информацию, убивать аналитическое мышление, приучать ребенка к быстро мелькающим перед глазами картинкам, которые не несут особого содержания. И это значит, что читать он у вас скучные книги, которые перед глазами не прыгают, он не будет любить у вас читать скучные книги. Вот. И поймите, что вы выставляете правила жизни вашего ребенка, вы приучаете его к определенным вещам, к полезным вещам или не к полезным вещам. Если ребенок хочет, допустим, заняться какой-то физической деятельностью, вот меня очень удивило на самом деле то, что вы написали, что физической активности в садике много. Значит, смотрите, на самом деле в большинстве садиков, государственных, да, садиков, не хватает физической активности ребенка, а есть обратная проблема. У ребенка слишком много ограничений, правил, там всяких таких штук, которые блокируют физическую активность. Вот, кстати, смотрите, покажу вам видео, насколько круто развит интеллект ребенка, какие дети умные. Вот здесь Никите годы 8. Насколько дети умные, если вы правильно с ними занимаетесь физической активностью в первом, ну, в раннем возрасте. То есть вот эти вот вещи играют огромную роль. Ой, так, это не то, это тренировки мамы и ребенка. Сейчас покажу вам другое видео. Вот, то есть вы можете занять ребенка любой деятельностью, подвижностью, пазлами, рисованием, чем угодно, там, теми же буквами, цифрами, что хотите, можете дать. Ну, пожалуйста, не давайте им мультики, телевизор, ну, то есть, тем более, опять-таки, ну, втыкание, как бы, в какое содержание, мультики или еще что-то, то есть, вот эти вот моменты важно понимать.
Добрий день, дуже шкода, що не мала можливості прослухати ефір щодо затримок мовлення. Чи було реальним ще раз організувати щось подібне? Ну, на даний момент ні, на жаль. Я вам скажу так, що коли ви в ефірі в онлайні, ви 100% зможете його прослухати. Ефір про розвиток мовлення був видалений через скачок інтернету, тому що я його проводила не в домашніх умовах, я його проводила на виїзді. Я вам завжди кажу, що якщо ви хочете отримати інформацію, ви маєте приходити на онлайн. Ви можете в курсі приєднатися до матеріалів, це вже конкретна практика, 250 ігор з розвитку мовлення, все, що треба рукам для розвитку мовлення, мілка моторика, музика, яка розвиває гарний слух, і все інше, від чого залежить, в принципі, все, що буде далі з дитиною з приводу розвитку мовлення. Якщо є затримка, то це вже конкретна практика, це не просто ефір, чому, звідки воно виходить, що ви там не проаналізували, де була затримка, а це вже конкретно дії, які ви маєте робити для того, щоб це коректувати, бо інакше, втрачаючи кожен день життя дитини, не працюючи з затримкою мовлення, якщо дитина не заговорила вас 1,5-2 роки, це затримка мовлення, то ви просто втрачаєте можливості дитини, і далі буде ще важче. Дитина 1,5 роки не розуміє слово «не можна», наприклад, брати ніж, яка має бути моя реакція, щоб дитина зрозуміла. Багато питань, просто таких, дуже легких, які батьки не знають, тому що, не навчаються ті ж психології, правильним реакціям. На жаль, цих нюансів настільки багато, що я можу там скільки завгодно відповідати на ваші питання, але якщо ви комплексно не розумієте, що з цим робити, то ми можемо робити помилки. Дивіться, дитина в 1,5 роки, вона і справді не розуміє слово «ніж», так? Тому ви просто не маєте провокувати дитину, і ваша задача в 6 місяців проаналізувати ваш простір на наявність небезпечних предметів для вашої дитини. І це дуже важливий момент. Ви виставляєте кордони поведінки дитини, ви контролюєте безпеку дитини. Тому ви розділили безпечне, небезпечне. Безпечне – все, що хоче дитина, ви їй дозволяєте, а от небезпечне – тут ви маєте самі блокувати ці моменти. Приберіть ніж в тій зоні, де це неможливо дотягнутися дитині. І, будь ласка, продивіться модуль психології і поведінка в старшому курсі, там до 20 років, тому що саме там ви маєте побачити всі моменти, як себе поводити, в якому випадку, як реагувати на її дитини, тому що кожна наша реакція, вона або блокує, або розвиває дитину. Запитання поставили щодо вашої країни, бо назва аккаунту російською. Дивіться, цей аккаунт існує більше 5 років, він існував ще до війни, звичайно. В мене 5 вільних мов, якими я володію. Я вважаю, чим більше мов є, тим краще. Зараз на даний момент частково цей аккаунт також на російській мові, тому що в нас по всьому світу є дуже багато клієнтів. Що стосовно країни-агресора, країни-терориста, з початку війни я переформувала повністю всі ланцюжки цього аккаунту, цього взагалі проєкту, щоб в ньому не було жодної української компанії. З цього моменту я оголосила, що ми не продаємо курс тим, хто знаходиться на території країни-терориста, і, в принципі, з мого боку, всі дії по допомозі нашій армії, нашим хлопцям, нашим українцям я роблю по максимуму, тому я абсолютно вільно себе почуваю з приводу того, що я можу розмовляти українською мовою, англійською, французькою, російською, іспанською. Так, звичайно, є певна неприємна аналогія російської мови з країною-агресором і з тим, що відбувається з нами. Я сама прекрасно це відчуваю. Але, знову ж таки, є люди, які, в принципі, живуть в інших країнах, і так сталося, що і справді мова, на якою ми спілкувалися, вона саме така. До війни, скажу так, що я теж розмовляла здебільшого російською мовою. З початку війни в мене відбулася принципова зміна з дітьми, з родиною. Я повністю перемкнулася українською мовою, спілкуючись. І, звичайно, якщо ви запитуєте українською мовою, я вам відповідаю українською мовою. Тому це моє бачення ситуації. І ви можете теж бути з ними знайомим. Так. І деякі речі, до речі, от дуже важлива така штука. Інстаграм мене блокував за правду з початку війни, разів 7, мабуть. І я зрозуміла, що розмовляючи періодично російською мовою, ти можеш доносити інформацію до людей з приводу того, що відбувається з війною. Тобто мова російська також використовується і для того, щоб ті, хто знаходяться там в інших країнах, або там ті, хто ще не повідписувався, наприклад, хоча ми багато разів робимо чистки аккаунту, щоб вони розуміли справді, що відбувається. І таким чином ми теж впливаємо в інформаційній війні на все це, що відбувається. Тому російська мова тут не просто. Так, нам 2,4, телевизора дома вообще нет, и дочка сама себя развлекает, когда я занята, и мультики смотрит 10-20 минут у бабушки. Окей, в принципе, допустимо, то есть если ребенок смотрит 10 минут мультики в день, это тоже является нормой, это тоже является
тем, что мы можем давать нашим деткам для того, чтобы, например, там бабушке передать и заняться какими-то другими вещами. Так, значит, что еще важно? Важно еще, чтобы мы добавляли разные виды спорта, потому что когда мы добавляем разные виды спорта, мы тоже даем разнообразие. Да? То есть на базовую программу, в которой в старшем курсе 2500 игр и упражнений, которые вы можете давать для разнообразия, для развития ребенка, чтобы это было комплексно, да? Чтобы не было задержек в развитии мозга, чтобы правильно проходил этап ребенок за этапом, да? Чтобы ребенок был скоординированным, уверенным, легко учился. То есть это все мы даем в практике. Вот. Но дальше мы добавляем виды спорта. С 1 года вы можете добавлять пупсобег, с 1,5-2 лет вы можете добавлять велобег, с 3,5 лет ваш ребенок едет на велосипеде сам, без дополнительных колес. Вот на таком велосипеде. Это Никита учит Николь кататься на велике. Вот. То есть вы добавляете потихонечку каждый вид спорта. С 1,5 лет также можно добавлять ребенку сноуборд. Да? Но вы должны понимать, что сноуборд – это односторонняя нагрузка, такая же, как самокат, между прочим, о котором никто никогда не думает. Вот, и дают ребенку самокат, а он ездит только на одну сторону и развивается неправильно, то есть неравномерно. С 1,5 лет можно добавлять и сноуборд, и скейт как способы развития вестибулярного аппарата. То есть это не полноценное катание, при котором ребенок там поворачивает красиво и так далее. Это опять-таки спуск с небольшой горочки, при котором ребенок ловит баланс. То есть он ловит баланс, он тренирует вестибулярку, вы спускаете его то с левой стороны, то с правой стороны, да, чтобы шло чередование левого-правого полушария, да, чтобы ребенок развивал оба полушария мозга, координацию движений и так далее. Также можно добавлять ребенку, так, прошу прощения, периодически выпадает эфир. Также можно добавлять ребенку лыжи. Лыжи приблизительно начинаются с 2,5 лет. Вот. И, ну, это, кстати, вот наш сноубордический пупс. Так, не могу понять, видно или не видно. Вот. И, ну, по сути, дети, когда скатываются на сноубордике, это такая... Простой такой спуск, да, сверху запускает мама, снизу ловит папа или наоборот. Вот, и ребенок учится координировать свои движения, и, собственно говоря, это очень здорово с точки зрения вестибулярного аппарата. Дальше, что еще можно добавлять? Лыжи сказала, 2,5 ролики можно добавлять 2 года плюс, то есть это тоже очень классная штука. Потом скалодромы можно добавлять 3 года плюс, это все, что касается тренировки рук, и скалодромы очень полезны на самом деле для детей. Если у ребенка плохо развиты руки, то есть такой ребенок, он потом будет иметь определенные проблемы в письме в школе. Поэтому скалодромы являются таким экзаменом, как ваш ребенок вообще глобально развивал руки. Вот это вот рукоходы, на которых вы тренируете детей. В начале видео было. Вот. И вот таких вот очень много разных игр, которые мы добавляем детям. Их абсолютно просто организовать дома, даже не имея никаких гаджетов, ничего особенного. Если вы хотите, вы можете докупать дополнительные гаджеты. У вас тоже есть определенный обзор того, что может быть полезно для детей. То есть это тоже у вас все есть. Но когда вы, собственно говоря, даете тренировку ребенку, то вот эти вот все упражнения, которые мы даем на практике, они играють огромну роль. Так, якщо до відео про природу, де діти можуть побачити всіх тварин, теж не корисно. Ну, якщо це 10 хвилин, там, один раз в день, то можете давати. Але краще повести дитину в зоопарк, щоб дитина в реальному житті побачила. Якщо ви даєте дитині, наприклад, ну, дуже маленькі, да, там, дуже багато гаджетів, там, ну, там, того ж відео, або більше планшету, наприклад, там, планшет як ви можете використовувати? Картки Глена Домана, або там якісь прості ігри, так, теж можете це використовувати. Але для маленької дитини це там 2 хвилини ліміт, наприклад, 2 хвилини вона у вас збирає там на планшеті, там пазлик чи ще щось, це якби різноманіття. Але якщо це дуже багато, то це не дуже корисно. Тому просто ви маєте розуміти, як зробити цей баланс, щоб не було перенавантаження в дитини і щоб було все гарно. Значит, так, покажите больше видео, когда детям было 2-3 года. Ну, тут разные видео. Тут, по-моему, Николе около 3 лет, насколько я понимаю. Видео очень много, и у вас есть в программе 2500 игр и упражнений, когда дети были, ну, вот именно маленькие. Какие виды спорта в год и 2 месяца? Смотрите, самое главное, от 0 до 3 месяцев, все, что нужно ребенку, это мама. Мама, которая занимается с ним сама. Поэтому все, что вы даете ребенку до 3 лет, это предполагает занятие вместе с вами. Бассейн с мамой, да, там. У меня, например, я там профессионально каталась на сноуборде, я была в сборной страны по сноубордингу, сборной Украины. Вот. И, естественно, мои дети со мной были, когда я каталась на сноуборде. И, естественно, они благодаря этому катаются и на сноуборде, и на лыжах, и на всем остальном. То есть, если, например, я люблю ролики, то я просто беру своих детей, потому что, когда у нас рождаются дети, вы уже и сами это понимаете, да, для мамы остается очень мало времени.
И дальше появляется вопрос, а где здесь я, где здесь мама? Вот здесь вообще на видео год, по-моему, года 9 ребенку, насколько я помню, малышки на этом видео. То есть тут много разных видео, про пупсбег рассказываю, вот с чего он начинается. То есть, когда дети у нас рождаются, у нас становится очень мало времени. Вы должны найти вот этот баланс между родительством, чтобы вы получали удовольствие от жизни. Вот это скалодром, кстати, на видео был в начале. И тем, чтобы заниматься своими детками. Поэтому идеальный вариант – это приучить своих детей к тому, что люблю я. Вот, и в данной ситуации отдать ребенка на курсы в годы 9 не надо. Ну, до 3 лет вы учите ребенка через себя, через свою любовь, потому что у ребенка с точки зрения психологии формируется вот это вот понимание, я могу, мир хороший, ему можно доверять, я могу учиться там, делать определенные вещи, и взаимодействие мама-ребенок или папа-ребенок, оно играет огромную роль. То есть оно играет самую главную роль в процессе обучения ребенка. Если вы даже отдадите ребенка самому крутому тренеру, самому крутому там тренеру по плаванию, няне там какой-то суперпрофессионалу, да, вот, или там супершколу, то есть ребенок будет страдать, если ему меньше года, 3 лет, ему, например, год, то он будет страдать от того, что у него порвалась вот эта связь мама-ребенок, да, то есть от того, что нет вот этой психологической стабильности и взаимосвязи с вами, поэтому, естественно, все, что в годы 2, это з мамою, вместе з мамою. Доця кожен день майже просить мультики, я даю 10-30 хвилин в день, дуже рідко, коли це 3 хвилин без перерви, коли мені треба, в основному 10 хвилин, я вважаю це супер перемогою. Ну так, 10 хвилин це окей, 30 хвилин я б вже зробила деякі коментарі і спробувала все ж таки трошки підзменшити це. Тобто дитину треба привчати до того, щоб вона могла піти і зайнятися чимось своїм. Наприклад, от дивіться, чи погано, коли дитина сумує? Ні, це не погано, це дуже круто. Тому що в момент, коли їй сумно, скучно, вона що робить? Вмикає свою фантазію і йде щось придумувати. І от в цей момент ви маєте розуміти, що у вас має бути все організовано чітко в просторі. Якщо чітко організовано, вона знає, де Лего, де те знайти, де те, то дитина, ідучи, вона просто буде намагатися, вона буде натикатися на різні цікаві речі, і натикаючись на ці різні цікаві речі, дитина буде просто займатися цією діяльністю. Але в випадку, якщо ви її до цього привчили. Ціни на сайті теж з знижками. Так, сьогодні і завтра ціни на сайтах із знижками. І, до речі, знижки дуже великі, тому що зазвичай ми робимо такі знижки один в рік там влітку, і зазвичай знижки набагато менші. А сьогодні і завтра це 2 дні, які будуть справді з гарними знижками, тому що ми пропустили літо, пропустили літні знижки, і ті, хто знає, наприклад, ті, хто на молодших курсах, вони знають, що там влітку класні знижки, і вони там вже хочуть купити старші курси і кажуть, коли це вже будуть знижки. Тут я розумію, що вже все, літо закінчилось, вересень почався, а ми свої обіцяні знижки так і не дали. Тому зараз ці 2 дні дуже важливі з точки зору того, що хто хоче ловити можливості, він завжди їх ловить. От, знаєте, я завжди кажу, що ті, хто хочуть чогось досягати в житті, вони ловлять можливості, а ті, хто не хочуть, вони знаходять відмазки, чому я не. Чому я не купив, чому я не зміг, чому в мене не було. І тут мільйон різних аргументів, якщо немає бажання в людини займатися дитиною, вона придумає, чому я не. І тут буде багато різних варіантів. Так, ціни на сайтах. Так, також є окремий сайт зі знижками. Пупсабіг. Пупсабіг – це такий маленький пластиковий велобіг, на якому дитина починає кататися. Значить, те, що ви маєте пам'ятати, баланс розвивається через дисбаланс. Тобто, коли ми з вами розмовляємо про баланс, то чим більше нестабільної ситуації, і оце вже велобіг. Бачите, тут дитині майже 2 роки. Коли дитина тренується, все, що вибиває її з точки балансу, все, що виходить із-під ніг. Ролики, велики, скейти, самокати, велобіги, лижі, сноуборди. Все це уходить із-під ніг. Це потребує дуже круто розвинутого балансу. І такі види спорту, чим раніше ви починаєте, тим крутіше буде результат. Тому пупсабіг – це пластиковий велобіг, маленький, у нього 4 колеса, але вони не мають бути дуже широкі. Так, дівчата, хтось сумнівається, чи купувати курси, скажу, купуйте, обов'язково приміняти. Я неймовірно щаслива, що купила, жодного разу не пожалкувала. Менеджеру мілі подяка, але дякую. Дякую за зворотній зв'язок. Я вам повторююся кожен раз, це найважливіші знання, які я могла дати своїм дітям. Завдяки цим знанням мої діти круто розвинені фізично, інтелектуально, дуже сміливі. Це ж не тільки мої діти, це всі ваші діти. І я просто, наприклад, зі своїми дітьми показую малесеньку частинку того, що може кожна ваша дитина. І, це неймовірно. Це,
те, що кожна свідома родина, народжуючи дитину, може давати дитині. Бо я не розумію, навіщо народжувати дитину, якщо ти не займаєшся і по принципу, типу, якась сама виросте. Да? Ну, я відповідальна мама, я бачу результат того, що я роблю. І це дуже просто. Це набагато простіше, ніж ми можемо думати. Наприклад, дивіться, там ті ж самі заняття. Є пасивні заняття, які, наприклад, ви вимкнули музику спеціально, да, і дитина її слухає, розвивається. Там поставили логоритміку, дитина розвивається. Поставили правильний простір, дитина розвивається. Тобто, якщо ви знаєте, що ви робите, ваша дитина розвивається навіть без вашої участі, а не просто вештається, намагається щось зробити, її там по рукам б'ють, сварять за те, що вона щось робить, пакостить. І якби ця дитина не може нормально собі зрозуміти, як це життя працює, да, щоб її там не сварило. Подскажите, как приучить ребенка к автокреслу, потому что иногда поездки бывают по 3 часа, но никак не хочет сидеть. Ребенку 11 месяцев. Да, смотрите, это тот возраст, когда ребенок будет протестовать. Вот у меня тоже в 10 месяцев, когда было ребенку, был протест по поводу автокресла, и это просто нужно прожить. Почему? Потому что, смотрите, когда мы с вами говорим по поводу безопасности детей, вот есть запреты, да, есть запреты важные, есть запреты неважные. Если это не важное, да, оно не является риском для жизни, здоровья, безопасности ребенка, дайте ребенку делать то, что он хочет. Не давите, не заставляйте, не принуждайте. Пускай ребенок делает ровно так, как он хочет. Но если это касается жизни, здоровья и безопасности, автокресло в данной истории является вопросом жизни и безопасности ребенка, ну вот тут прости, хочешь, не хочешь, плачешь, не плачешь, пальцы в розетку я тебе не могу позволить засунуть, потому что, ну, это о твоей жизни, да, это о том, насколько ты в безопасности, либо не в безопасности. Поэтому в данной ситуации то, что вы можете дать, это повесить на переднее сиденье. У меня, ну, я просто активная мама, я никогда ни от кого не завишу, я не завишу от мужа, я не люблю ждать, пока он придет с работы. То есть я с момента рождения детей, там, ну, несколько дней после родов прошло, естественно, я за рулем со своими детьми, то есть и я отвечаю сама за то, куда я еду, что я хочу сделать, как я это хочу сделать. Мне пришлось приучить детей ездить в автокресле, потому что другого варианта нету. Поначалу, да, иногда приходилось там прямо останавливаться на обочине, выходить, ждать, пока ребенок успокоится. Но потом я просто привыкла, что, во-первых, я за рулем, ребенок сидит по диагонали, чтобы я могла повернуться и видеть ребенка. Не за мной, а по диагонали. Ребенок видит меня. То есть это определенная связь, что я здесь. Ребенок расстроился, где-то там что-то, я положила руку на него, погладила, похлопала. На переднем сидении висит на веревке руль, звенелки, гремелки. Почему на веревке? Потому что ребенок что делает? Он их кидает. Только ты дал в руки, он оп, кинул. А так ты снова за веревочку, оп, снова тебе на какую-то игрушку. Да? То есть вы тогда не отвлекаетесь от дороги. Я себя настолько натренировала, что я там руку протянула, передала то. Потом что еще, какой лайфхак? Берите что-то погрызть. То есть то, что пока ребенок грызет, он молчит. Да, и, соответственно, это тоже работает. Я против того, чтобы приучать ребенка к мультикам за рулем. То есть это плохая штука, это плохая привычка. И вот эта вот тема, типа, сел за руль, дал ребенку мультики, чтобы он молчал, она плохая. То есть, ну, таких привычек не должно быть, поэтому я, в принципе, делала все, чтобы ребенок приучался сам себя занимать. И вот эти вот все игры, которые можно взять с собой, обязательно у меня были с собой. Если однокомнатная квартира, обязательно ли брать горку, лестницу? Ну, вообще, глобально говоря, нет, не обязательно брать ничего из-за дополнительных гаджетов. У вас 95% программы не предполагает дополнительных гаджетов, но 5% вы можете добавлять гаджеты. Так, смотрю дальше. Facebook, извините, чуть-чуть отвлечемся на Facebook. Значить, танцюю, граю, співаю, була в програмі, часто повторюю, але сама з ним часто і відволікаю мультиками. Знаю, що це зло. Угу. Як відучити вже пульт несе? Ріки 2. Ну, боже мій, ну Ріки 2, це ж ну, зовсім маленька дитинка. Пульт сховати, не треба ніякий пульт, витягнути телевізор з розетки і пояснити дитині, що все, телевізор не працює, тепер ми змінюємо звички. Тому що ну, це реально зло, ви самі знаєте. Відучити дуже просто. Взяли і відучили. Просто прибрали пульт, прибрали телевізор не вмикається, сказали, що правила змінилися, тепер ти дорослий, тобі вже Ріки 2, це вже тобі не Ріки 1, а це вже Ріки 2. Тому з цього моменту, якби, в нас зміняються звички. Ти засмучений, ти плачеш, що немає мультики? Так, я розумію. І ви використовуєте активне слухання, тому що активне слухання працює завжди. Це тема, це крута дуже штука. Как правильно ребенка... Так, сейчас, секундочку. Начали ходить на занятия в коллектив с детками от 2 до 3 лет, идет физическая разминка,
музыку, дали рисование, хорошо ли это, не рано ли для социализации. Ну, 3 года это нормально, потому что у ребенка в 2,5-3 года включается социализация. Я хочу дружить с другими, у меня включается желание ролевых игр, я доктор, я там, не знаю, дочки матери, я там продавец и так далее. Вот, и вот эти вот все штуки, они уже становятся актуальными. 2 года рановато, то есть, ну, вот лучше до 2,5. И когда вы выбираете занятия, обязательно давайте те занятия, в которых есть физическая разминка, физические тренировки, потому что это крайне важно. Как правильно ребенку в года 2 месяца приучить к накрыванию себе столик перед едой? Через игру. То есть, когда мы с вами говорим про самостоятельность, это очень такой вот важный момент. Через игру вы просто приучаете ребенка к тому, что это классно, здорово, на тебе там чашечку неси. Вот на этом видео дочки, она в красной кофточке сейчас, которую я показываю в Инстаграме, Facebook этого не видит, потому что в Фейсбуке мы не транслируем презентацию. А на этом видео, которое в Инстаграме, ребенок 2 года, она сама накрывает на стол, она режет бананчики, она наливает себе водичку. Это, кстати, тоже одно из упражнений для координации движений. Если у ребенка плохая координация движений, он будет проливать воду, он не сможет налить ее сам. Вот, а накрывает на стол, помогает, садится кушать, складывает на место, набирает маме кофе, там, вытирает столик. То есть это ребенок в 2 года, да? Просто чтобы вы понимали, какой уровень осознанности может быть у ребенка в 2-летнем возрасте, да? Он уже четко понимает, даже ножом острым, видите, она уже пользуется, она четко, я четко знаю, что она там не начнет им махать, тыкать, как-то неправильно себя вести, она четко знает правила, как себя вести, с какими предметами, она помогает, видите, у нее есть желание, потому что у любого ребенка год плюс есть желание помогать вам, да, если вы даете возможность ребенку это желание развивать, то это супер, это очень здорово, и дальше будет проще. Вот, но обязательно хвалите ребенка, вот если вы накрываете на стол, хвалите ребенка, ой, спасибо, ой, зайка, ой, дай тебя обниму, ой, молодец, какой здорово. То есть обязательная похвала – это тот инструмент, который у вас должен быть в каждодневной жизни, если вы хотите, чтобы ваш ребенок следовал определенным правилам. Впереди зима, с какого возраста можно ставить ребенка на коньки? Я бы сказала, что с 2-3 лет. Ну, как бы ролики с 2 лет, коньки чуть-чуть позже, да, в зависимости от того, когда вы начали. Потому что коньки это сложнее, чем ролики. Начинайте, пожалуйста, с роликов, потому что ролики намного проще. Я заговариваюсь, я из Азербайджана, очень трудно понять ваш быстрый украинский. Да, простите, Азербайджан, за то, что сложно пока понимать. Я, в принципе, говорю очень быстро, к этому тяжело многим адаптироваться даже на родном языке. Очень много людей, кстати, сказало, что с момента начала войны в Украине начали учить украинский язык. Даже в Люксембурге куча людей начала там учить украинский язык, потому что Люксембург, он вообще очень крутой в этом плане. Он очень поддерживает украинцев, и когда ты приезжаешь в любую какую-то государственное учреждение, там 3 флага: Люксембург, Украина и Евросоюз. Везде по Люксембургу куча людей, которые адекватно понимают, кто в данной ситуации агрессор, и что так делать нельзя. Адекватные люди так не делают, так устраивают войны. Поэтому, да, много людей учат украинский язык на данный момент. То, что говорю на русском, вы будете понимать. По семейным обстоятельствам вынужден отдать сына в сад в 1,5 года. Какие психологические минусы будут? Ребенок до 3 лет, он формирует привязанность, родитель-ребенок. Ребенок до 3 лет, он психологически должен вами напитаться. И несмотря на то, что, ну, мои дети, например, в 2 года, они были полностью независимые, полностью самостоятельные, с 10 месяцев они кушают сами, с 1,5 лет любой ребенок начинает проявлять желание одеваться самостоятельно. Если вы не пролетели мимо этого прекрасного периода и давали ребенку правильные упражнения, то он у вас уже в 2 года будет одеваться сам. Вот здесь на видео дочке года 9 слева, на сыну 3,9. Ну, понятно, сын в 3,9 уже полноценно сам все делает без проблем. Видите, насколько скоординированные руки. И даже в годы 9 ребенок уже сам одевает определенные вещи. То есть она еще не будет одевать там кофты через голову, да, но тем не менее уже есть определенный прогресс. Памперс могу одеть, штаны могу одеть. Колготки еще тяжело будет одевать, потому что координация рук в годы 9 не настолько крута. Но самое главное, есть желание, внутренняя мотивация, понимание зачем и схема, как это делать. Но несмотря на то, что дети были самостоятельны уже в 2 года, я их не отдавала в садик до 3 лет, потому что психологическая напитка мамы идет до 3 лет. Ребенок менее готов эмоционально и психологически к этому процессу, может чаще плакать, сложнее адаптироваться, может быть меньше доверия потом к ситуациям, да, боится остаться без мамы, плачет и так далее. То есть у таких маленьких детей адаптация к жизни в садике, она однозначно будет проходить более тяжело. Вот еще одна фишка с приучением детей к самостоятельности: обязательные походы в магазины с ребенком. Это обязательный элемент, и у ребенка в магазине есть свои задачи.
Так, вам я рекомендую присоединиться к практике по поводу садика. Есть, напишите в личку в Инстаграме «Дети гении», напишите, вам подскажут по поводу курса садик. Там есть принципы, как готовиться. Так, живу в Германии, к сожалению, плохо понимаю русский, украинский. Можно ролик про развитие от года до 6 на немецком языке выучить? Я, к сожалению, немецкий еще не выучила. Я говорю на французском, на английском, русском, украинском, испанский чуть-чуть знаю. Вот, но немецкий нет, поэтому на немецком ролика нету, тем более курса на немецком нету. Со скоростью, с которой учат мои дети немецкий, возможно, они скоро запишут этот курс, но пока нет. Так, до речі, я зробила підбірку тварин в інсті, і вона дуже любить це дивитися, але якщо вона дивиться, то вже не дивиться мультики. От, ну, дуже важливо, щоб ви правильно планували заняття дитини, і щоб це було не дуже багато мультиків. Вот эти в центрі или дома. Вы имеете в виду в центре занятия или дома? То есть, ну, как бы есть тут видео разные. Есть и в английском центре, в которой есть и дома. То есть у меня дома очень много всяких интересных гаджетов, и некоторые спрашивают, это у вас дом или это у вас центр? У меня дома есть много всего важного, потому что я прекрасно понимаю, что такой период в жизни у ребенка бывает один раз. Второго шанса у меня не будет их развивать. Если я пропущу этот период времени, я пропущу возможности. Ой, так, у нас осталось 30 секунд до окончания эфира. В садик нужно отдавать не раньше 3 лет, если есть такая возможность. Я заканчиваю эфир, я пытаюсь заскринить ваши вопросы, на которые я не успела ответить, и сейчас я вам попробую ответить на них в сторисах. Поэтому те, кто не на практике, обязательно присоединяйтесь. В шапке профиля есть ссылка на курс, и до встречи на этой неделе. Все, сохраняю, закрываю. Всем пока.